Белый. Лабрадор не отходил от младенца ни на секунду. Ни утром, ни глубокой ночью. Он смотрел на ребенка так внимательно, словно понимал что-то важное, чего не замечали даже родители. Сначала это казалось просто необычной привязанностью, потом стало вызывать тревогу. А однажды ночью все раскрылось, и то, что произошло, заставило семью навсегда изменить свое отношение к своему питомцу. Когда Марина и Алексей впервые принесли домой своего маленького сына Лео, их белый лабрадор по имени Бруно словно изменился. Он больше не был просто домашним любимцем. Теперь его главной задачей стало находиться рядом с малышом. Каждую ночь Бруно ложился возле детской кроватки и внимательно следил за ребенком. Он почти не спал, прислушивался к каждому движению и каждому звуку. Сначала Марина думала, что собака просто ревнует к новому члену семьи, но вскоре поняла. В поведении Бруно не было ни злости, ни раздражения. Наоборот, в его глазах была только тревога и желание защитить. Казалось, он чувствовал что-то невидимое для людей. Через некоторое время поведение лабрадора стало еще более необычным. Он не хотел уходить из комнаты малыша даже на короткое время. Если кто-то пытался вывести его оттуда, он беспокойно смотрел на кроватку и тихо поскуливал. Однажды среди ночи Бруно резко поднялся и начал громко лаять. Его лай разбудил Марину, которая сразу побежала в комнату сына. Увиденное заставило ее похолодеть от страха. Маленький Лео лежал неподвижно и почти не дышал. Родители мгновенно запаниковали. Алексей вызвал врачей, а сам пытался помочь ребенку. До их приезда. Бруно метался рядом, смотрел на хозяев и словно понимал, что происходит. Через несколько тяжелых мгновений малыш сделал первый вдох и заплакал. Позже специалисты объяснили, что у ребенка произошел эпизод временной остановки дыхания во сне. Врачи предположили, что собака могла заметить изменения в поведении малыша раньше, чем родители успели понять, что случилось. После этого случая Марина и Алексей стали смотреть на Бруно совсем иначе. Для них он перестал быть просто собакой. Он стал настоящим защитником их ребенка. Спустя несколько дней произошла похожая ситуация. И снова лабрадор первым забеспокоился и предупредил семью. После этого родители сделали для него специальное место рядом с кроваткой сына. Бруно превратился в настоящего ночного охранника. Даже когда здоровье Лео полностью восстановилось, собака все равно продолжала внимательно следить за ним. Однажды он помог предотвратить несчастный случай, когда малыш оказался слишком близко к краю кровати. В другой раз Бруно защитил дом, когда ночью неизвестный человек попытался проникнуть внутрь. Собака подняла шум и заставила незнакомца уйти. Позже Марина узнала историю прошлого своего питомца. В приюте ей рассказали, что раньше Бруно жил в другой семье. Там произошла трагедия. Маленький ребенок погиб, а собака долгое время пыталась привлечь внимание взрослых. После этого Бруно стал замкнутым и особенно тянулся к детям. Возможно, забота о Лео стала для него шансом сделать то, что когда-то не удалось. С этого дня Марина относилась к нему не просто как к домашнему животному. Она видела в нем существо с огромным сердцем, способное чувствовать чужую боль и опасность. Годы проходили. Лео рос рядом с Бруно. Мальчик учился ходить, держась за его мягкую белую шерсть, играл с ним во дворе и каждый день называл его своим лучшим другом. Но время не щадит никого. Бруно становился старше. Он уже не бегал так быстро, как раньше, но все равно продолжал следить за мальчиком. Однажды ночью он не пришел к двери детской комнаты. Марина нашла его в гостиной. Лабрадор лежал спокойно, словно просто устал после долгого дня. Она позвала Лео. Мальчик подошел, погладил старого друга и тихо сказал ему: «Спасибо за все».
Бруно сделал последний вдох, оставив после себя огромную любовь. Его похоронили в саду возле дома под большим деревом. Лео положил рядом свою любимую игрушку, чтобы его верный друг не чувствовал себя одиноким. Прошли годы. Лео вырос, но никогда не забыл белого лабрадора, который однажды стал его настоящим хранителем. Каждый вечер он смотрел в окно и тихо говорил: «Спокойной ночи, Бруно». Иногда Марине казалось, что легкий ветер приносит с собой знакомое ощущение тепла. Когда однажды взрослый Лео спросил у нее, был ли Бруно ангелом, она улыбнулась и ответила: «Да, просто у него не было крыльев, зато было самое большое сердце». И, возможно, это действительно так, потому что настоящая преданность не исчезает. Она остается навсегда в памяти и любви тех, кого однажды спасли.